Почему люди делятся на пессимистов и оптимистов? Какие процессы в головном мозге определяют наше мироощущение? Почему одни ищут причины, почему это не получится, а другие способы, чтобы получилось? Если вскрыть черепную коробку, то вы не увидите в мозгу центра пессимизма и оптимизма. Но это явление существует и достаточно явно. Настолько явно, что всех людей можно разделить на эти две категории. Почему же так происходит? Давайте не будем искать ответ в афоризмах, цитатах великих людей, банальных шуточках, типа «пессимист– это оптимист с реальным опытом» и так далее и тому подобное. Мало того, многие люди проявляют себя неисправимыми оптимистами в одних ситуациях и конченным пессимистом в других. Какие процессы в нашей нервной системе определяют это? Если понять это, то можно понять, как изменить ситуацию в вашу пользу. Ведь чем опасен пессимизм? Тем, что вы не дойдете до своей цели. Чаще всего вы даже не пойдете к ней. Для начала давайте определимся, кого называть пессимистом, а кого реалистом. Если вы профессионал-эксперт в своей области, то вы можете четко сказать, какие действия встретят, какие противодействия. Со стороны людей, законов, человеческих законов, физических. Также вы знаете, как обойти все эти препятствия. Да, это может быть сложно, но вы знаете, как справиться. Наличие проблем вас не расстраивает, не раздражает, не угнетает. Проблемы просто есть, как данность. Это подход реалистов. Другая ситуация. Вы видите препятствия. Реальные, мнимые, неважно. А дальше вы начинаете отрицать любой вариант решения проблемы. Вы раздражаетесь или впадаете в депрессию. Вы испытываете целый спектр негативных эмоций. Если задача в том, чтобы заставить солнце зайти на западе, то это реальность. Но гораздо чаще вы просто не хотите браться за решение. Почему? Вы глупый, вы не профессионал, вы ленивый, ваша работа не оплачивается. Если ответ «да», то вы реалист. Если это не так, то вы пессимист. Вы не сможете сделать задуманное, но по другой причине. Какой? По нашим нервам не протекает ни пессимизм, ни оптимизм, ни образы, ни звуки, только электрические импульсы, нервные сигналы. Нервные клетки, соединяясь между собой, образуют огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями. Откуда берется электричество? Для работы всех этих рефлекторных комплексов. Генераторами электроэнергии в нашем организме являются рецепторы. Это они превращают в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Световую, кинетическую, тепловую, магнитную и так далее. Рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние. Внешние рецепторы срабатывают при получении энергии от Солнца, Земли, воды, воздуха. Внутренние рецепторы реагируют на изменения состояния нашего организма. Но сильные изменения физического или химического состояния нашего организма мы воспринимаем как дискомфорт, как боль. Чтобы наш мозг работал, мы должны получить энергию либо от окружающей нас Вселенной, либо от внутренней боли. Либо пряник, либо кнут. Наши рефлекторные комплексы, наш опыт работает от той энергии, при которой он был сформирован. Если наш опыт несет в себе боль, то каждый раз воспоминания будут сопровождаться болью. Если счастье, то счастьем. Каждый раз, когда вы ищете оправдание, почему вы не сможете сделать что-то, вы испытываете эту боль, либо предвкушаете ее. Именно эту боль вы не хотите испытывать. Именно от нее вы отнекиваетесь. Чем выражен дискомфорт, боль, тем яростнее вы будете защищать свою точку зрения. Ваш пессимизм – это ваше нежелание испытывать боль в ближайшем будущем. Каждый раз, когда вы спорите с пессимистом, прекратите спор. Пожалейте его. Ведь даже от этого спора он испытывает боль. Этим спором вы вызываете у него физическую боль. А что плохого в боли? Ведь боль тоже может быть сладкой. Страшна не боль, а ее последствия. Боль – это тоже источник энергии для нашего мозга. Дело в том, что внешние рецепторы просто получают энергию извне и передают ее дальше. Для того же, чтобы сработали внутренние рецепторы, должно измениться физико-химическое состояние нашего организма. А для этого тоже нужна энергия, в том числе нервная, а значит и электрическая. А откуда ее взять? От внешних рецепторов. Возникает дефицит энергии за счет низкого коэффициента полезного действия внутренних рецепторов.
чем больше и чаще используются внутренние рецепторы, чем чаще мы испытываем дискомфорт, боль, тем больше это дефицит. Мы начинаем испытывать усталость, утомление, истощение. Вот этого мы боимся на самом деле, а не боли. Мы не хотим испытывать дефицит энергии, истощения. Наш мозг – это своего рода электрический прибор. Чем больше электроэнергии он получает, тем на большее число процессов он способен. Когда дефицит энергии настолько велик, что вся энергия уходит на поддержание работы нашей нервной системы, то мы испытываем то, что принято называть выгоранием, глубокой депрессией. Почему? При этом ухудшается наше настроение. Наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше энергии, тем больше мы счастливы. Чем меньше, тем чаще мы грустим. Поэтому пессимисты более агрессивны или депрессивны по сравнению с оптимистами. Все, что я сказал про пессимистов, верно и про оптимистов с обратным знаком. Эти люди получают энергию в данный рефлекторный комплекс от внешних рецепторов. Количество энергии, поступающего в мозг, велико. Эти люди счастливы при выполнении поставленной задачи или от самой идеи, что ее надо выполнять. Зачем я все это вам рассказал? Для общего развития? А оно вам надо? Я все это объяснял для того, чтобы вы понимали механизм. А значит, понимали, как разрешать такие ситуации. Если вы пытаетесь заставить пессимиста что-то сделать, а он яростно отбивается, то прекратите. Это не будет сделано никогда. Можете назвать это человеческим фактором. Пессимист, ваш оппонент или вы не будут причинять себе боль. Поэтому дело будет завалено. Особенно ярко это будет восприниматься в ситуациях, когда пессимиста заставляют выполнять алгоритм действия, против которого он яростно возражает. Чем яростнее, тем большую боль он испытывает, тем меньше шансов, что это будет сделано. Поэтому или дайте пессимисту задачу, дав полную свободу в способе ее выполнения. Если уже он противится самой задаче, то не давайте этому человеку эту задачу. Вы можете говорить о дисциплине, долге, подобной ерунде. Вы заставляете человека испытать боль и последующее истощение. Вы не встретите понимания с его стороны. Дело будет провалено. Поэтому наличие консенсуса является не желательным, а обязательным условием. Либо делегируйте задачу другому человеку, не испытывающему боли от ее выполнения. А что делать в ситуациях, когда пессимист – это вы? Вы противитесь любому изменению, любым действиям. Если вас эта ситуация устраивает, то ничего делать не нужно. Это ваша жизнь. Если вас устраивает день сурка, это ваш выбор, ваше право. А если вам надоело жить без энергии и радости, нужно что-то сделать. Причем сделать так, чтобы ничего не делать. Раз и все. Вы полны энергии и оптимизма. Ваша работоспособность и эффективность растет с каждым днем. Такая возможность есть. Существует современный метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Все, что вам нужно сделать, это надеть наушники и продолжать заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Этот физиотерапевтический метод исходно был создан для восстановления нормальной проводимости нервных путей за счет уменьшения электрического сопротивления этих путей. Как результат, количество электроэнергии, поступающей в мозг, увеличивается. Необходимость боли как источники энергии пропадает. Дефицит энергии в нервной системе исчезает. Ваша работоспособность увеличивается. Настроение улучшается. Постепенно пессимизм, как выражение страха перед внутренней болью, превращается в оптимизм. Страх исчезает, боль исчезает. Меняется ваше мировоззрение, ваша жизнь. Вы скажете, что это невозможно, что это слишком похоже на сказку, чтобы быть правдой. Именно поэтому первые 5 суток после регистрации на сайте вам даются бесплатно. Этого времени достаточно, чтобы вы попробовали и решили, стоит ли вам пойти таким путем. Поможет ли вам метод аппаратной психотерапии аудиокатарсис? Если вы будете соблюдать инструкцию, то поможет. Если нет, то ищите другой способ изменить свою жизнь к лучшему. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Наполняйте свою жизнь энергией.
счастьем, уверенностью в себе. Будьте здоровы и счастливы.